Я поехал на Сицилию с обычной для себя целью – посмотреть, как там живется изнутри, покупаться в море, попробовать сицилийские апельсины и каноли. И довольно быстро понял, что это вообще не то место, каким я его себе представлял. Привет, меня зовут Игорь Данильченко. Я обожаю путешествовать, но не люблю быть туристом. Поэтому предлагаю и вам попробовать пожить в новых городах вместе со мной. В этот раз мы едем на Сицилию, самый колоритный остров Италии. Все началось со взбалмошной фантазии. Что если не просто поехать на Сицилию, а присмотреть там дом или квартиру, одним словом, дачу. Сицилия звучала как убедительный вариант. Цены сильно ниже, чем в остальной Италии, и в году более 300 солнечных дней. Захотелось хотя бы примерить такую идею на себя. Поэтому план был пожить месяцок у моря, может быть поменять несколько городов для сравнения и прочувствовать местную жизнь без спешки. Но уже на этапе планирования стало понятно, что на Сицилии гораздо больше точек притяжения, чем я ожидал. Мы начали менять маршрут, добавлять новые места, заезжать в регионы, которые вообще не планировали. О да, на Сицилии оказалось, что есть регионы, и они довольно сильно отличаются друг от друга. Сам остров не такой маленький, он примерно как половина Чехии, что по площади, что по населению. И в какой-то момент я перестал понимать, правильно ли вообще мы все это делаем. Мой обычный подход – это слоу-туризм. Я обычно останавливаюсь в новых городах минимум на неделю, чтобы не ломать свой привычный ритм жизни. А тут хотелось пихнуть в поездку 30 разных локаций и все это уместить в один месяц. В итоге маршрут удивлял нас в каждой новой точке. Даже когда казалось, что мы уже все видели, и дальше будут просто одинаковые города, копии мест, которые мы уже успели посетить. Всегда происходило что-то совершенно новое. И хоть мы уставали от переездов и планирования на ходу, от впечатлений мы не уставали вообще. Вот как объяснить масштаб того, насколько нас затянул остров? Я коллекционирую магнитики из поездок. Покупаю в каждом городе, в котором останавливаюсь. Так вот, с одной только Сицилии я привез 18 новых магнитиков. Короче, вот это вот все снизу – это Сицилия. Хоть и не без приключений, мы прилетели в Палермо, взяли машину и поехали на юг, в Агридженто. Долина храмов, белоснежные скалы дей Турки. И очень быстро стало понятно, что это не просто еще одна Италия. Потом оказались на востоке, в регионе Валь-ди-Ното, восхитились древними городами и немного захлебнулись сицилийским барокко. Оказались в древних Сиракузах, мегаполисе античности, где пройти через руины храма VI века до нашей эры – это буквально часть обычного маршрута в кофейню. Потом были Катания и Таормина. Города столь близкие географически, но столь далекие по вайбу. Мы пытались понять, можно ли жить за пределами открытки Таормины и найти открытку внутри неоднозначной Катании. Много размышлений, много переосмыслений неточных ожиданий. Покатались вокруг Этны, забрались в лесные чащи горных парков Сицилии, где местные друиды уже несколько тысяч лет назад проводили свои ритуалы. И это места, которые вообще не ассоциируются с южным вайбом Сицилии. Мы находили туристические точки без туристов, и даже без людей вовсе. И умудрились замерзнуть в разгар лета, надев все теплое, что у нас было. Были и разочарования. Я ожидал, что мы будем проезжать сквозь долины по грунтовым дорогам, где местные везут с полей свой урожай на осликах. А оказалось, вокруг острова отличные трассы и нормальная инфраструктура даже в глухих деревнях в горах. Осликов не встретили ни одного. Еще мы офигевали от видов. Когда едешь по серпантину, у тебя сжимается все внутри на краю обрыва, но глаза не могут оторваться от того, что вокруг. Сицилия вообще это про контрасты. После деревень с домами за 1 евро мы попадали в такие гламурные места, где чуть не умерли от тогдашней летней жары и от цен на местную недвижимость. Так, а тут мы примерно в середине поездки. Потом был запад острова, закаты, провинциальные города и ощущение, что ты наконец можешь остановиться. Наша база была в Трапани. Мы сдали машину, снизили темп, выдохнули и, наконец, просто потрогали море. Думали не о том, как успеть в следующий город, а о том, где посмотреть закат от начала и до конца. Ставили будильник на раннее утро не ради дороги, а чтобы купить самую свежую рыбу у рыбаков на пристани. Искали не популярные рестораны, а районы, где их нет, куда ходят местные. Но даже в таком темпе приключения все равно нас находили. Не всегда приятные, но точно запоминающиеся.
Эгадские острова, древнеримские морские баталии и тонна тунца в истории. Эрича, город-крепость, где мы снова вспомнили, что на Сицилии может быть холодно и пусто даже летом. Марсала, город и вино с одним именем, которое принесло славы Сицилии не меньше, чем портвейн Португалии. Сан-Вито-Ло-Капо. Мы взяли снова машину и рванули на лучший пляж Сицилии. Почти. Ну и в конце Палермо. Боже, я уже устал удивляться, но этот город, который почему-то упускают туристы. Я, впрочем, тоже ожидал просто плюс один сицилийский город в копилочку. Пару храмов, пару баров, но как же я ошибался. Я думал, это будет спокойный финал путешествия. Мы будем сидеть в отеле, рефлексировать о поездке и считать минуты до возвращения в Прагу. А в итоге... Вот представьте себе микс сицилийских палаццо и руин после Второй мировой. И это не разные места, это может быть одно здание. Одно крыло – буквально руины, второе – люксовые апартаменты, трущобы, проспекты, мафия, барахолки, катакомбы. В Палермо есть все, кроме банальности. Когда мы вернулись в Прагу, было ощущение, что нас не было дома минимум год. Хотя прошел всего месяц. Мы были измотаны, но абсолютно счастливы. У меня на руках осталось 750 гигабайт материала. Так что не поделиться этой поездкой было бы преступлением. Но давайте по порядку.